Здравствуйте! Это реальные новости на канале «Страна для жизни». Здесь мы говорим о том, что ни за что не покажет по ГОС-ТВ, а также говорим о том, что так бесит нелегитимную власть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. А теперь к новостям. Погнали! Самоназначенный сегодня вручил дипломы докторам наук и аттестаты профессорам. Он потребовал от ученых новых прорывных технологий. Судя по всему, магических технологий по созданию зарплат для карательной системы для поддержания мнимой стабильности в стране. По его словам, в ближайшие 5 лет ставится задача увеличить наукоемкость ВВП, выйти на уровне инновационного развития стран-лидеров Восточной Европы. В частности, есть намерение продвинуться по таким направлениям, как инновационное здравоохранение, биотехнологии, национальный электротранспорт, умные города и другое. А учитывая, что обещания и желания Усача по развитию страны всегда идут в обратном направлении, то я предлагаю Лукашенко рассмотреть такой план. Мы, белорусы, определяем вектор развития нашей страны, будь то наука, культура, образование. А ты, Саша, вспомни, что в первую очередь президент – это наемный рабочий, а наниматель – это народ. Позволю себе напомнить, что уже много лет наниматель делал тебе выговор, а в 2020 году и вовсе попрощался с тобой навсегда. Поэтому пора бы тебе уж собрать пожитки и искать новую работенку. А пока Лукашенко все еще в поисках своего портфеля, Следственный комитет сообщил, что наложил арест на деньги, которыми помогали оплатить штрафы по статье 2334. Похоже, их нужно будет заплатить снова. Похоже, что денег нелегитимным уж очень не хватает. Следствие выявило значительное количество фактов оплаты штрафов сторонними организациями и физическими лицами за виновных лиц. На эти средства Следственным комитетом с санкцией прокурора наложен арест. Перед заинтересованными ведомствами инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с правонарушителей. Почему? Вот объяснение от начальника УСК Сергея Паско. Лица, в отношении которых применено административное взыскание в виде штрафа, фактически ответственность не несут. Стоит отметить, что принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется. Новости о судилищах в Беларуси. Блогера Павла Спирина приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вынес сегодня суд Фрунзенского района. У нас есть запись того, как выносили приговор Павлу. Приговор именем Республики Беларусь. 5 февраля 2021 года председательствующий судья Минского городского суда Кучук, делающий с участием государственного обвинителя Тюменцева, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению Спирина Павла Николаевича, 20 мая 1984 года рождения, уроженца города Минска, гражданина Республики Беларусь, имеющий среднее специальное образование, холостого, имеющий на иждивении малолетнего ребенка, военнообязанного, состоящего на учете БФК Копольского района Минской области, работающего председателем ЖЭК номер 956, не имеющего судимости, зарегистрировано по адресу Минская область, Копольский район, Тимковичский сельский совет, деревня Дегтярная, улица Железнодорожная, 54, проживающего по адресу город Минск, улица Лицинская, 33-5, задерживающий в порядке пункта 4, части 1 статьи 108 УК, 4 сентября 2020 года, освобожденный из ГУЭС, Губердемин был исполкован 7 сентября 2020 года, содержащимся под стражей с 9 сентября 2020 года, совершение преступления, предусмотренной частью 1 статьи 130 УК Республики Беларусь, руководствуясь статьями 349, 352, 356, 358, 361, 364 УК, суд приговорил Спирина Павла Николаевича признать виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни, по признаку иной национальной принадлежности и на основании части 1 статьи 130 УК назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
Дело касалось 2 видео на YouTube-канале блогера фильма «Грань» об антинаркотическом законодательстве и жуткая тайна генпрокурора Беларуси карт-бланш на садизм о событиях 9 августа. Во время суда Спирин заявлял, что видео были направлены на критику правоохранительной системы и органов государственной власти. А конструктивная критика в нашей стране в сторону захвативших власть – это штука подсудная. Суд Ленинского района Минска вынес приговор 29-летнему Александру Нурдинову. Его обвиняли по части 1 статьи 342 УК, то есть активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и части 2 статьи 293 УК, участие в массовых беспорядках. Нурдинов получил 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Согласно обвинению, 9 августа Нурдинов участвовал в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Победителей. Цитата: «Сорвал растительность цветников и бросил ее в сотрудников органов внутренних дел. Выходил на проезжую часть, чем блокировал движение транспорта». 10 августа Нурдинов был возле универсама Рига, где бросал в сторону сотрудников милиции разные предметы и возводил баррикады на проезжей части. Минсктранс выставил иск на сумму почти 28 тысяч рублей за блокирование работы общественного транспорта. Нурдинов заявил на суде, что 9 августа вышел в магазин за красками и увидел акцию протеста. Он подтвердил, что вышел на дорогу, но к тому моменту она была перекрыта уже 10-15 минут. Когда начался разгон, возле Нурдинова взорвалась граната. Цитата: «Я ослеп на некоторое время, мне порох в глаза попал, на ноге был ожог. На тот момент я попрощался с жизнью, думал, что все. Я взбесился, сорвал бутон цветка и бросил в сторону сотрудников ОМОНа». По словам Нурдинова, 10 августа он пришел к Риге, чтобы увидеть все своими глазами, стоял под деревом и наблюдал, как строят баррикады. Во время разгона, желая отвлечь внимание силовиков от протестующих, среди которых было много девушек, он сделал вид, что бросает камень. Нурдинов пояснил, что подписал протокол, в котором говорилось, что он бросил камень из опасений за свою жизнь. Нурдинов признал вину частично. Он согласен, что бросал растения, но не признает, что блокировал движение транспорта. 4 года за адекватную реакцию человека на применение агрессии в его сторону, пока в него и других мирных протестующих бросали светошумовые гранаты. Александр бросил цветок. Вы только послушайте, цветок. А в отношении карателей, которые калечат, избивают и насилуют, ничего. А ему 4 года. Мириться с таким нельзя. Ожидание весны, сигнала, еще чего-то только загоняет нас, белорусов, в уныние. Но нам нельзя унывать. Нужно наращивать силы, консолидироваться, самоорганизовываться, чтобы вернуть нашу свободу и наши права. Мы рассказываем эти ужасные новости не для запугивания, а потому что верим и знаем, что наши зрители самостоятельно могут сделать выводы. Посол США в Беларуси Джули Фишер встретилась со Светланой Тихановской, заверив, что Штаты будут защищать белорусский народ и всех, кто сталкивается с ужасающей жестокостью при осуществлении своих свобод. Светлана Тихановская продолжает упорно добиваться полной поддержки белорусов на международной политической арене, а также всеми возможными абсолютно правовыми способами усложнять жизнь террористической группировки в Беларуси. И даже несмотря на то, что ОМОН и ГУБОПИК не признали террористическими организациями, вещи нужно называть своими именами. По словам главы миссии Евросоюза Дирка Шубеля, правила Евросоюза не позволяют включать государственные организации в список террористов. Эх, Гиммлер, Гитлер, Френкель и Сталин аплодируют стоя. США призывают белорусские власти к диалогу с оппонентами и выполнению рекомендаций московского механизма. Об этом в своем выступлении в Постоянном совете ОБСЕ заявила поверенная в делах США Кортни Остриан. Она выразила поддержку Дню солидарности с народом Беларуси, объявленному 7 февраля. Полгода после президентских выборов белорусы продолжают протестовать против фальсификаций. Остриан назвала Всебелорусское народное собрание конференцией, которая не претендует на легитимность, так как на ней отсутствуют представительства оппонентов Лукашенко, в том числе Светланы Тихановской и Координационного совета. Она призвала Лукашенко к открытому диалогу с Тихановской и другими представителями оппозиции и гражданского общества. Кроме того, прозвучал призыв прекратить репрессии и выполнить рекомендации, изложенные в докладе московского механизма, в том числе освободить всех политзаключенных.
Германия облегчает получение виз для подвергшихся репрессиям белорусов. В первую очередь речь идет о жертвах пыток, активистах, которым требуется защита, и о преследуемых и ближайших членах их семей. Упрощение процедуры выдачи виз участникам белорусского протестного движения было одной из целей декабрьского визита Светланы Тихановской в Берлин. Тогда президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер оповестил ее о начале работы в Германии над ослаблением визового режима. Вся возможная поддержка и действия со стороны международных организаций и стран у нас есть. Хорошие отношения с другими странами – это прекрасно. Солидарность всего мира – это невероятно. Ведь это позволит стране в будущем не так долго вылазить из той ямы, в которую загнал нас Лукашенко за 26 лет. Но нужно помнить, что никто, кроме нас самих, наши проблемы не решит. И почаще себе это повторять. В список делегатов Всебелорусского номенклатурного собрания попал депутат Мингорсовета экс-гендир СОК «Олимпийский» Сергей Козлов, который весной 2019 года был осужден на 2 года по уголовной статье о злоупотреблении властью. 5 лет его подчиненные брали на себя штрафы, которые Козлов получал за нарушение ПДД на служебном авто. Также решением суда Козлова на 5 лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Тем более странно выглядит, что, судя по сайту Мингорсовета, Сергей Козлов по-прежнему числится действующим депутатом, хотя сайт обновляется, когда какой-нибудь депутат теряет кресло. Но найти его невозможно, место работы на сайте не приведено, указанных номеров телефонов не существует. Вместо Козлова граждан принимают другой депутат, а в Мингорсовете на вопрос о том, находится ли Козлов в тюрьме, говорят, что не могут ответить. Вот такие неуловимые депутаты, да еще и с не просто судимостью, а со статьей о злоупотреблении властью, будут на ВНС. Это неудивительно, ведь вся эта сходка построена на этом самом злоупотреблении властью одного усатого мужчины, который свято убежден, что имеет полномочия президента. На этом каламбур под названием «Всебелорусское и народное собрание» не перестает удивлять своими гостями. Экс-кандидат в президенты Анна Конопадская согласилась участвовать во Всебелорусском номенклатурном собрании, а Черечень придет посмотреть. А что вы, дорогие зрители, будете делать во время похоронного бюро независимости? Есть идеи? На них я с удовольствием гляну в комментариях под видео. А на сегодня все. До свидания.